Давос в ожидании Дональда Трампа. Кажется, он привезет только ультиматумы и рассчитывает уехать практически с Гренландией в кармане. Макрон еще друг, но уже не близкий. Трамп отказался встречаться с президентом Франции, потому что тот скоро уйдет в отставку. Макрон объединяет Европу против Трампа. Мы не против уважения, но буллинга и наездов не потерпим. Буданов в Давосе. Мир в Украине гораздо ближе, чем кажется. Дмитриев, Уитков и Кушнер провели переговоры на троих. Трамп, кажется, нашел нового президента Венесуэлы. Она подарила ему Нобелевскую медаль. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Поздно вечером по восточному времени США президент Дональд Трамп отправился в Швейцарию, чтобы выступить на Всемирном экономическом форуме. Поездка в Европу, которая продлится чуть более суток, вероятно, станет переломным моментом в глобальной политике. Ожидается, что Трамп в своей речи поставит Европе несколько ультимативных требований, включая передачу Соединенным Штатам Гренландии, и опишет новую картину мира, каким он его видит. В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, ждут президента США Дональда Трампа. Уже несколько дней в Швейцарии проходят демонстрации под лозунгами «Трамп, не добро пожаловать». Очередная такая манифестация накануне прошла в Цюрихе. Тем не менее, в среду, в середине дня по местному времени, он должен выступить перед участниками форума. Речь обещает быть скандальной, сенсационной и взрывающей устои мировой политики. Трамп собирается говорить прежде всего о покупке Гренландии. Что будет с тарифной угрозой по Гренландии, если Верховный суд вынесет решение против вас по тарифам? Ну, тогда мне придется использовать что-то другое. Посмотрите, например, на слово «лицензия». Посмотрите на другие варианты. У нас есть альтернативы, но то, что мы делаем сейчас, это лучшее, самое жесткое, самое быстрое, самое простое и наименее сложное. Если вы введете связанные с Гренландией тарифы против Европы, вы ведь получили от них почти $1 триллион обязательств по инвестициям в США. Это все пойдет прахом, если это случится. Сомневаюсь. Послушайте, им очень нужна эта сделка с нами. Правда нужна. Они очень жестко за нее боролись. Так что я сомневаюсь. Но посмотрим, как все сложится. У нас запланировано много встреч по Гренландии. Я, как вы знаете, сегодня вечером улетаю в Давос. И у нас много встреч по Гренландии. И думаю, все в итоге сложится довольно хорошо. Если последствием вашего стремления взять под контроль Гренландию станет в итоге распад НАТО, это цена, которую вы готовы заплатить? Вы имеете в виду распад чего? Североатлантического альянса, НАТО? Я думаю, произойдет нечто, что будет очень хорошо для всех. Никто не сделал для НАТО больше, чем я уже говорил это раньше. Во всех смыслах. Я добился того, чтобы они вышли на 5% ВВП, во что никто не верил. При 2% они не платили, при 5% платят и покупают у нас много всего. И, полагаю, передают это Украине или кому считают нужным. Но они много покупают. Я думаю, мы найдем решение, при котором НАТО будет очень довольно, и мы будем очень довольны. Но нам это нужно по соображениям безопасности, для национальной безопасности и даже для мировой безопасности. Это очень важно. Как вам такое? Вы говорите, что по Гренландии что-то должно быть решено, но сами гренландцы ясно дали понять, что не хотят быть частью США. Когда я с ними поговорю, уверен, они будут в восторге. Господин президент, вы по-прежнему привержены сохранению США в НАТО? У меня были отличные отношения. Я сделал их гораздо лучше, гораздо сильнее. Сейчас все очень хорошо. НАТО сейчас намного сильнее. Я не согласен со многими вещами, которые они делали, но это было до меня. Я считаю, что НАТО было полезным. Иногда его переоценивают, иногда нет. Но у нас сильная НАТО. Когда я пришел, НАТО было слабым, было на уровне 2%, они не платили, это было никакое НАТО. НАТО, нравится вам это или нет, настолько сильно, насколько сильны мы. Если у НАТО нет нас, НАТО не очень сильное. К слову о сильном НАТО. Альянс ограничил обмен разведывательными данными с Соединенными Штатами после озвученных угроз об аннексии острова, в том числе военным путем. А Пентагон сокращает участие США в ряде консультативных групп НАТО, сообщает The Washington Post. Это станет очередным шагом администрации Трампа по сокращению военных вложений Вашингтона в оборону Европы.
Ожидается, что сокращение затронет около 200 военнослужащих США и в основном приведет к снижению участия Вашингтона в 30 центрах по подготовке сил НАТО по ключевым элементам ведения войны, таким как морские боевые действия. Вторая тема, о которой будет говорить Трамп, — Совет мира, который должен заняться управлением сектором Газа и который, судя по уставу, задуман ни много ни мало как альтернатива ООН. Причем, если ООН устроена более или менее как мировой парламент, в котором все участники равны, то Трамповский Совет мира будет больше напоминать мировой совет директоров. Кто больше вложил, тот мажоритарный акционер и может влиять на управление. А кто ничего не вложил, тому и дивидендов не положено. Администрация Трампа пригласила в Совет мира 49 стран. Некоторые союзники США, вроде Венгрии, Аргентины и Объединенных Арабских Эмиратов, поспешили принять приглашение. Вы хотите, чтобы ваш Совет мира заменил ООН? Ну, возможно. Я имею в виду, ООН просто оказалась не слишком полезной. Я большой сторонник потенциала ООН, но она так и не реализовала этот потенциал. ООН должна была урегулировать все войны, которые урегулировал я. Я никогда к ним не обращался. Мне даже в голову не приходило к ним идти. Они должны быть способны улаживать такие войны. И я считаю, что ООН нужно позволить продолжать работу, потому что ее потенциал действительно огромен. А вот президент Франции Эммануэль Макрон от участия в Совете мира отказался. Трамп тут же пригрозил введением 200% пошлин на французское вино. Еще хуже отношения между Трампом и Макроном стали выглядеть после того, как Трамп, вопреки всем дипломатическим правилам и традициям, опубликовал свою переписку с Макроном и Рютте по поводу Гренландии. Макрон, напомним, предложил Трампу встретиться в Париже после Давоса, поужинать и устроить в Париже встречу стран Большой Семерки с участием России, Украины и Дании. Господин президент, вы собираетесь в Париж на экстренную встречу «семерки», предложенную президентом Макроном? Нет, не собираюсь. Потому что, знаете, Эммануэль ненадолго там задержится. Там нет долговечности. Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон. Но он там будет уже недолго, как вы знаете. И я считаю, что мне нужно встречаться с теми, кто напрямую вовлечен, а не с теми, о ком вы говорите. С премьер-министром Великобритании Киром Стармером отношения почерствели после объявления Трампа о введении тарифов против всех, кто не поддержит аннексию или покупку Гренландии Соединенными Штатами. Прошлой ночью в Truth Social вы написали, что план Великобритании передать базу Диего Гарсия Маврикию, а затем арендовать ее обратно – это полная глупость. Ранее вы поддерживали этот законопроект. Значит ли это, что теперь вы считаете, что сделка не должна состояться? Я думаю, что тогда, когда они изначально собирались это делать, речь шла о какой-то форме собственности. А теперь они, по сути, хотят просто взять в аренду и продать. И я против этого. Это, конечно, не что-то вроде Гренландии, но все же достаточно важный регион мира, несравнимый с Гренландией, но важный. Я считаю, что им следует сохранить эту базу. Не понимаю, зачем они это делают. Им что, деньги нужны? Какие у вас сейчас отношения с Макроном и Стармером? Вы с ними общались после вашего поста в Truth Social? Нет, я с ними не говорил, но думаю, мы очень хорошо ладим. В смысле, они всегда хорошо ко мне относятся. Они становятся немного жесткими, когда меня нет рядом, но когда я рядом, относятся очень любезно. Мне нравятся оба. Они оба либералы. Им нужно навести порядок в своих странах. В Лондоне много проблем, и если посмотреть на Париж, там тоже много проблем. У них две основные проблемы – иммиграция и энергетика. Им нужно прекратить с этими ветряками и вернуться назад. У Великобритании есть невероятный ресурс – Северное море. Норвегия его использует и зарабатывает целое состояние. У них даже участок лучше, но они этим не пользуются. Они могли бы привести свои страны в порядок, и это было бы хорошо. Но в целом я с ними очень хорошо лажу. Вы сказали премьер-министру Норвегии, что то, что вы не получили Нобелевскую премию мира, заставило вас меньше думать исключительно о мире. Ну, я сильно потерял уважение к Норвегии. И я очень твердо убежден, что Норвегия контролирует Нобелевскую премию. Вы должны понимать, я урегулировал 8 войн. По каждой из этих войн все участники писали. Я их об этом не просил. Они присылали серьезные рекомендации. Вы знаете, они направляют рекомендации. Но я урегулировал 8 войн. Ни один президент, возможно, вообще не урегулировал ни одной войны. Подумайте об этом. Я сделал 8. Я делаю это потому, что мне это легко, и я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю огромное количество жизней. Я пытаюсь урегулировать последнюю — Россию и Украину. Когда Россия готова, Украина не готова.
Когда Украина готова, Россия не готова. А они теряют в среднем 25 тысяч человек в месяц. И я пытаюсь довести это дело до конца. Но нет, я считаю, что Норвегия имеет колоссальное влияние на то, кто получает Нобелевскую премию, несмотря на все, что они говорят. Французский президент Эммануэль Макрон обратил на себя внимание участников форума в Давосе сначала своим внешним видом. Он появился на публике и произнес речь в солнцезащитных очках-авиаторах. В Елисейском дворце пояснили, необычный внешний вид Макрона связан с лопнувшим сосудом в правом глазу. Покраснение глаза было заметно еще во время выступления Макрона на авиабазе 15 января. Тогда он сказал аудитории, что ничего серьезного не произошло. Пресс-служба добавила, это не заболевание, не инфекция. Президент носит очки из-за светочувствительности, пока глаз не восстановится. В Давосе Макрон произнес речь, из которой следовало, что пора комплиментов Дональду Трампу из Европы подходит к концу. Евросоюз намерен заметно усиливать свое политическое, военное и экономическое влияние. Иногда речь Макрона звучала как острые шпильки в сторону Дональда Трампа. Мы действительно считаем, что миру нужно больше роста, нам нужна большая стабильность, но мы предпочитаем уважение буллингу, науку конспирологии, а верховенство права жестокости. Вам рады в Европе, и вам более чем рады во Франции. В этом контексте я хотел бы исключить два подхода. Первый — это, я бы сказал, пассивно принять закон сильнейшего, что ведет к вассализации и блоковой политике. Я считаю, что принятие своего рода нового колониального подхода не имеет смысла. И все главы государств и правительств, а также лидеры бизнеса, которые будут слишком снисходительно относиться к такому подходу, возьмут на себя огромную ответственность. Второй подход — занять сугубо моральную позицию, ограничившись комментариями. Этот путь обречет нас на маргинализацию и бессилие. Перед лицом ожесточения мира Франция и Европа должны защищать действенный мультилатерализм, потому что он служит нашим интересам и интересам всех, кто отказывается подчиняться праву силы. Мы приняли решение присоединиться к совместным учениям в Гренландии, не угрожая никому, а лишь поддерживая союзника и другую европейскую страну — Данию. Макрон и Трамп не встретятся в Давосе. Президент Франции прилетел и улетел из Швейцарии во вторник. Трамп прилетает только сегодня и уже отверг приглашение Макрона поужинать в Париже. Никакой особой реакции. Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык к тому, чтобы то, что я говорю публично, совпадало с тем, что я делаю в частном порядке. Вот и все. Насколько я понимаю, он, президент США Дональд Трамп, прибывает сегодня вечером или завтра, а я уезжаю сегодня. Но, как я уже сказал, здесь есть координационный формат, который имеет значение, это большая семерка, и в этом году председательствует Франция. Так что такой вариант возможен. Но, думаю, нам нужно сохранять максимальное спокойствие и твердо держаться своей линии, особенно в экономической повестке. Продолжать движение к росту в Европе, защищать наши интересы, когда правила не соблюдаются, и поддерживать наших датских друзей, когда на них оказывают давление. Именно этого ожидают от союзника, от европейца. Вот что действительно важно. Мы должны защищать свои принципы и свои интересы, не проявляя агрессии. Мы этого не делаем, но при этом добиваться уважения, чем мы и занимаемся, и не поддаваться запугиванию. Мы защитим всех наших производителей. Мне пора идти. Тема мира в Украине должна была стать доминирующей на форуме в Давосе. Однако заявление Дональда Трампа о Гренландии и его угрозы ввести пошлины против несогласных с его политикой стран изменили повестку дня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не поедет в Давос, а останется в Украине из-за очередной ракетной атаки россиян по энергетической инфраструктуре, из-за чего без тепла и света остаются более миллиона человек. Украину на дискуссиях представил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вот что он сказал. Максимально важный и интересный вопрос. Где мы находимся сейчас? Я хочу надеяться, что мы все-таки на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самым кровавым и самым ужасным событием и войной на территории Европы после окончания Второй мировой войны. И, безусловно, одной из самых кровавых за всю, скажем так, послевоенную историю мира. Мы движемся вперед. Нельзя сказать, что уже завтра гарантированно наступит мир. Если кто-то так говорит, это точно неправда. Но прилагается очень много усилий. Прежде всего, с нашей стороны, а также со стороны США. Нравится это кому-то или нет, но это движение есть. Оно действительно существует, и мы действительно продвигаемся. Сможем ли мы добиться успеха в ближайшей перспективе или нет? Во многом также зависит от Российской Федерации. Вы понимаете, с кем мы имеем дело?
И думаю, здесь не нужно подбирать какие-то завуалированные формулировки. Подводя итог этому, скажем так, вступительному слову, скажу прямо, мы движемся вперед. И сдержанный оптимизм — это именно тот термин, который я бы использовал для четкого описания текущей ситуации. Переговорщик Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча прошла в Доме США в швейцарском Давосе. Переговоры продолжались более 2 часов. Журналистов на встречу не пригласили. Уиткоф после встречи заявил, что переговоры были очень позитивными. В свою очередь Дмитриев рассказал, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. Встречи проходят конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции. О сути переговоров ни одна из сторон не сообщила. Ожидалось, что главной темой станет мирный план США и завершение войны России против Украины. Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь нельзя забывать на фоне переговоров по Украине. Мирные переговоры по Украине все еще продолжаются, и мы снова продвигаем идею о том, что без свободной и демократической Беларуси не будет мира во всем регионе. Поэтому украинский и белорусский вопросы должны решаться одновременно. Я очень хочу верить, что мир в Украине может быть достигнут, и такой мир, который прежде всего устроит украинцев. И я прошу, чтобы нас не исключали из этого мирного диалога, переговоров или из видения будущего нашего региона. Вооруженные силы Соединенных Штатов задержали в Карибском море уже 7-й нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, сообщили в Южном командовании армии США. Судно под названием Motor Vessel Sagita было захвачено без инцидентов в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по контролю над экспортом венесуэльской нефти. По сообщению командования, танкер действовал в нарушение введенной Вашингтоном карантинной блокады для судов, находящихся под санкциями США, и его захват демонстрирует решимость обеспечить, чтобы нефть, покидающая Венесуэлу, транспортировалась законно и под контролем соответствующих органов. Командование не уточнило, передано ли судно под контроль береговой охраны, как это происходило при предыдущих операциях. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты ведут переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо о возможном участии в делах страны, исключив при этом любые контакты с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который находится в американской тюрьме. Я так жестко выступал против Венесуэлы. А теперь я люблю Венесуэлу. И они так хорошо с нами работают. Это очень приятно. И еще одна невероятно приятная женщина сделала несколько дней назад по-настоящему выдающуюся вещь. Как вы знаете. Мы с ней разговариваем и, возможно, сможем как-то ее привлечь. Я бы очень хотел это сделать. Мария Карина Мачадо, возможно, все у нас с ней получится. Но мы имеем дело с народом, с президентом и со всеми людьми Венесуэлы. И у нас все идет отлично. Нефтяные компании готовятся к масштабным инвестициям там. У них нефти больше, чем даже у Саудовской Аравии. Мы задержали и привлекли к ответственности диктатора-преступника Венесуэлы Николаса Мадуро, который с помощью наркотиков погубил миллионы людей в нашей стране. Огромный наркоторговец. Он также отправил в нашу страну миллионы людей, включая Трен де Арагуа, худшую банду. Говорят, самую худшую в мире. Они захватывали районы в Колорадо, просто отбирали жилые дома. Просто приходили и забирали. Типа, мы здесь. Одному человеку отрубили руку за то, что он вызвал полицию. Кто вызвал полицию? Я. Вы отняли у меня квартиру. Бах. И руки нет. Вот кого они нам прислали. И, кстати, даже это само по себе поможет нам снизить цены на нефть. Венесуэльская нефть. Мы вывезли 50 миллионов галлонов нефти. Мы вывезли 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы за первые 4 дня. У нас остались еще миллионы баррелей. Мы продаем ее на открытом рынке. Мы невероятно сильно снижаем цены на нефть. И когда они снижаются, а они уже снова снизились, $1,99 за галлон. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев внезапно посетил Кубу. Крупный российский чиновник прилетел, чтобы поучаствовать в церемонии прощания с 23 кубинскими охранниками Николаса Мадуро.
ликвидированными в ходе захвата венесуэльского диктатора американским спецназом. Напомним, Владимир Путин никак не комментировал захват и арест Мадуро, который считался теснейшим партнером и союзником Кремля. По информации The Times, отказ Кремля поддержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвал недоумение и раздражение в Пекине. А молчание Путина и его окружения вызвало опасения других зависимых от Кремля режимов, что и их Россия тоже никак не защитит и не предоставит убежище. Ваше присутствие на Кубе символизирует нерушимый союз между братскими народами, которые не сдаются и не покоряются, а чтят свою историю делами и жертвами. Сегодня мы вместе с вами отдаем дань уважения тем, кто пал при исполнении служебного долга, тем, кто отдал свою жизнь за мир и достоинство народов. В России к 5 годам колонии приговорили гражданина США Чарльза Уэйна Циммермана. Он приплыл в страну на собственной яхте, на борту которой нашли винтовку и боеприпасы. По данным суда, мужчина вышел в море летом 2024 года из Северной Каролины. Он прошел Атлантику, Средиземное и Черное море, и в июне 2025 года прибыл в порт Сочи. Циммерман рассказал, что познакомился в интернете с женщиной из Казани и решил приплыть в Россию, чтобы встретиться с ней лично. В суде он признал вину, но заявил, что оружие хранилось на яхте для самообороны и что он не знал российских законов. Суд в Краснодарском крае признал американца виновным в незаконном пересечении границы с оружием и назначил ему 5 лет лишения свободы.